Козероги, что вас ждет в июле? Июль станет для вас временем обновления, новых перспектив и важных переосмыслений. Все, что вы делали раньше, все, во что вкладывали время, силы и надежды, начнет обретать ясную форму и приносить первые результаты. Вы почувствуете, что ваши старания не были напрасными. Это придаст вам уверенности и поможет двигаться вперед еще смелее. С самого начала месяца вы заметите, что мир вокруг как будто замедляется, чтобы дать вам возможность все рассмотреть внимательно. Люди будут чаще обращаться к вам за советами и поддержкой. Вы умеете слушать и чувствовать то, что другие скрывают. Это качество станет особенно ценным. Первую неделю июля вы особенно остро ощутите потребность в уюте, порядке и близости. В такие дни важно возвращаться к простым вещам, которые дарят покой. Прогулкам, разговорам с близкими, тишине, теплу дома. Если вы давно откладывали важный разговор, сейчас будет подходящее время сказать все, что накопилось, и расставить акценты. Месяц постепенно раскроется перед вами множеством задач и событий. Может показаться, что все наваливается сразу. Но не бойтесь этого ритма. Он лишь показывает, что вы выросли и готовы брать на себя больше ответственности. При этом важно помнить, вы не обязаны решать чужие проблемы или тащить всех за собой. Ваша главная задача – сохранить свою энергию и действовать по мере готовности. Важно знать, финансовая сфера будет занимать много внимания в июле. Вам могут приходить мысли о том, как вы тратите и зарабатываете деньги. Может возникнуть желание пересмотреть бюджет, поменять подход к расходам. Может быть, найти новые источники дохода. У кого-то появится идея переоформить кредиты или обсудить финансовые вопросы с близкими. Все, что связано с деньгами, потребует терпения. Не ждите, что решения придут сразу. Нужно будет все спокойно обдумать и действовать шаг за шагом. В это время в вашей жизни может начаться процесс перемен, который касается дома или семьи. У некоторых козерогов появятся планы переезда. Может быть, вы подумаете о смене жилья или начнете искать другое место, где вам будет комфортнее. Кто-то займется вопросами документов, связанными с недвижимостью или сменой адреса. А кто-то решит вернуться туда, где когда-то жил, или даже снова объединиться с родными. Эти процессы будут идти не быстро. Иногда будет казаться, что все зависло. Это время, когда многое требует внимания. Особенно, если вы ждете решения по каким-то важным бумагам или надеетесь на изменения в ситуации с жильем. Не торопитесь, все придет в свое время. Также, козероги, у вас в июле может измениться круг общения. Возможно, вы будете больше общаться с родными, с кем раньше не так часто виделись. Или в вашу жизнь войдут новые люди. В конце концов, это период, когда вы можете почувствовать, что пора что-то менять. В отношениях с близкими, пересмотреть старые обиды или договориться о чем-то важном. В работе у козерогов возможны значительные перемены. Кто-то решит поменять профессию или даже кардинально изменить сферу деятельности. Может появиться желание уйти из привычного офиса и заняться своим делом. Кто-то решит попробовать совсем новое направление. Может быть, открыть маленький бизнес или работать на себя. Это желание больше свободы, меньше зависимости от чужих решений. Такие перемены у многих вызовут волнение, ведь козероги обычно ценят стабильность. Но все, что будет происходить, важно для вашего будущего. Это возможность понять, что вам на самом деле важно и на что вы больше не готовы тратить свою энергию. В быту тоже могут происходить изменения. Кто-то полностью поменяет распорядок дня. Возможно, вы начнете вставать раньше, займетесь спортом, больше будете гулять или попробуйте новые привычки. Все это поможет вам понимать себя лучше. Может появиться желание больше заботиться о здоровье, правильно питаться, следить за своим самочувствием. Июль – это время, когда вы можете понять, что хотите обновить что-то в себе. Например, изменить прическу, стиль одежды или просто взглянуть на свою жизнь по-другому. Возможно, вы решите, что пора проявлять себя ярче, говорить прямо о своих желаниях и мечтах. Это будет полезно и для вашего внутреннего состояния, и для отношений с людьми. Ваше финансовое положение в этот период потребует особого внимания.
Если у вас есть совместные деньги, например, с семьей, партнером или бизнесом, возможно, придется обсуждать, как лучше ими распорядиться. Какие-то вопросы могут затянуться, поэтому не стоит спешить с крупными покупками или подписями важных бумаг. Если планируете что-то покупать или вкладывать, лучше еще раз все проверить и подумать. Что касается отношений, здесь все складывается очень интересно. Это время, когда у многих козерогов начнут развиваться новые знакомства. Если вы свободны, может появиться человек, который сыграет важную роль в вашей жизни. Это могут быть и романтические отношения, и дружба, и деловое партнерство. Если вы уже в отношениях, возможно, ваши связи станут глубже. Вы почувствуете больше доверия и поддержки. Кто-то вместе начнет обсуждать планы на будущее, поездки или совместный проект. Если же в отношениях были недопонимания, сейчас хороший момент, чтобы сесть и все обсудить по душам. В июле у козерогов может зреть ощущение, что пора заявить о себе. Это не время сидеть в тени. Если вы чувствуете, что вам есть что сказать, делайте это спокойно и уверенно. Этот период помогает лучше понять, что для вас важно, что вы хотите оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее. Это время, когда можно навести порядок в мыслях, окружении и финансах. Вы можете подумать, что многое происходит медленнее, чем хотелось бы. Но такие замедления даны вам, чтобы все хорошо обдумать. Ведь козероги ценят основательность. В ближайшее время вы можете получить важный опыт, который поможет вам укрепить свое положение. Вы научитесь больше доверять себе и меньше зависеть от чужого мнения. Козероги, это важно знать. В середине июля начнется ретроградный Меркурий. Это значит, что многое пойдет не так быстро, как хотелось бы. Могут задерживаться деньги, ответы на письма, оформление документов. Какие-то вопросы будут откладываться или требовать больше времени. Это нормально. Просто будьте внимательнее, не торопитесь с решениями и еще раз все проверяйте. В это же время Сатурн тоже идет назад. Он будет напоминать о старых делах и темах, которые вы раньше не закрыли. Может появиться желание все доделать или пересмотреть планы. Это хороший момент, чтобы разобраться в своих делах, подумать, что важно, а что уже пора отпустить. Нептун тоже влияет на вас. Он дает ощущение легкой неясности. Может казаться, что вы не до конца понимаете, куда двигаться. Это время, когда лучше немного притормозить, побыть в спокойствии и прислушаться к себе. Все эти планеты как будто помогают вам остановиться, оглянуться назад и навести порядок в жизни. Не бойтесь, если что-то идет медленнее. Это просто период, когда нужно чуть больше терпения и внимания к деталям. Со временем все прояснится, и вы поймете, куда двигаться дальше. Итак, дорогие мои козероги, вот такой у вас июль. Много ретроградных планет, много тем, которые вернутся, чтобы вы все пересмотрели и доделали. Не спешите, не требуйте от себя быстрых решений. Лучше спокойно разобраться с тем, что накопилось. Это время, когда важно быть внимательными к деньгам, документам и общению. Проверяйте все дважды, не делайте крупных покупок без нужды. Если что-то идет медленно, принимайте это как паузу, чтобы все обдумать. Слушайте себя, свои чувства и ощущения. Если не ясно, чего вы хотите, дайте себе время. Не надо все решать за один день. В отношениях и работе старайтесь быть честными. Говорите открыто, что вас волнует, но без лишней спешки и давления. Это хороший месяц, чтобы очищать пространство и в делах, и в душе. Самое главное, сохраняйте спокойствие и веру в себя. Вы сильный знак. Вы умеете быть терпеливыми. Все идет своим чередом, и со временем станет легче и понятнее. Пусть июль вам принесет ясность, хорошие новости и чувство, что вы на правильном пути. Генрих Яковлевич Жемчужный, практикующий астролог и эзотерик. Я с вами, и звезды всегда подскажут, куда идти дальше. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поделитесь с друзьями, оставляйте комментарии и можете еще стать спонсором этого канала. Всем спасибо, всего хорошего.